программе «Автор ты, автор своей жизни», авангардный художник, яркий представитель российского андеграундного искусства, актер, сценарист, музыкант, популярный стендап-комик, маг Сергей Пахомов, он же Пахом или Пахомыч. Спасибо, Сергей, за ваше время. Надеюсь, я ничего не упустила, представляя вас. Здравствуйте, Светлана. Ну да, все здорово, все эти ипостаси можно в бесконечности, как эпитеты бесконечные повторять, потому что мне кажется вообще, что современный художник — это человек, который является жонглером всех возможных категорий человеческой сущности. Они могут быть и с одной стороны, положительными, если он такой трудяга, позитивный, он может быть и скульптором, режиссером, актером, ювелиром, сценографом. А если он уходит в какие-то глубины более экстремального творчества, он может быть мазохистом, он может быть садистом, может быть даже, он может быть экстремалом совершеннейшим. Все зависит от задачи и от психофизики. То есть здесь важный очень момент для любого художника — это найти себя вовремя и вот по этой стезе уже двигаться и развивать очень сильные стороны, и уходить от слабых. Может быть, в этом и такой вот, я своим ученикам тоже часто говорю: прислушайтесь к себе, услышьте себя, внутри себя же самого. И тогда уже мир будет постепенно раскрываться, он будет как на иглу вашего сознания нанизываться, уже как чеки вот в магазинах на эту иглу нанизываются события и время и так далее. И уже даже сама задача или возникновение вопроса, как быть, что делать, что есть бытие, сразу будет возникать ответ. И сам диалог будет тоже очень сладостен, если ты движешься в сторону обретения себя. Спасибо большое за это вступление. Мы обязательно сегодня будем говорить о вашем творчестве, это цель нашей программы. Но для начала мне бы хотелось буквально коснуться нескольких тем, связанных с тем особенным моментом, который мы все сейчас переживаем. Пандемия коронавируса — это экстраординарное событие в истории эволюции человека или это повторение предыдущих историй? Ну, в любом случае, мы можем, конечно, и несем, видимо, в себе память веков, вот этот груз прошлого, да, какого-то прошлого в сторону бесконечности. Есть будущее в сторону бесконечности, есть, соответственно, прошлое в сторону бесконечности. И непонятно, находимся мы в середине чего бы то ни было, или там, может быть, в конце или в начале, но на уровне сознания или такого лапидарного понимания, конечно, там мировое горе или мировой страх, мировой коллапс, естественно, это такое нахлобучивание, как бы пугающее, некое такое величественное, и в том числе это, конечно, сторона тоже Вавилона, который вот разноязыкий, и вдруг этот Вавилон объединяется во время войны с чем-то иноземным, даже вот так можно сказать. Здесь, то есть момент вот пандемии, с одной стороны, это страх смерти и такое массированная атака на землян как таковых, а с другой стороны, это возможность почувствовать себя землянами, почувствовать себя жителями и, возможно, даже почувствовать себя чем-то единым. То есть здесь появилась для меня интересная очень категория родства человечества как такового. Вот это чувство раньше, оно, конечно, с ним работало, история, вот, глобализм, там, антиглобализм и так далее. То есть какие-то моменты на уровне теории неких действий и даже политических, экономических, появление евро, вот, которое объединило как бы немножко формально страны, вот за счет просто вот этой вот миновой вот этой политики появления евро. Да, помните, лиры, там, франки, фунты, скажем, остались там, потому что островное. Вот. То есть здесь, конечно, такой момент осознания геополитического толка. Вот. Первый момент. И второй момент, ну, естественно, банальный. Происходит атака из внешнего мира. И какой путь? Либо обороняться, а каким образом обороняться, как? Либо смириться с этим, либо найти в этом какую-то поэзию, скажем, если человек созерцательного толка. А я во многом созерцатель, конечно.
Для меня иногда не делать лучше, чем делать. Это очень интересный анализ. Мы обязательно вернемся к некоторым моментам, которых вы коснулись, рассказывая об этом. Можно ли говорить о том, что мы стоим у истоков нового периода в истории искусства? Если да, то как бы вы его охарактеризовали? Дело в том, что для меня вот искусство — это не рефлексия последовательная, то есть что такое последовательная рефлексия, то есть происходит событие, художник на него реагирует, а для меня все-таки искусство — это дорефлексия, то есть это реакция до, это рефлексия предсказательного толка, это предчувствие и работа с предчувствием, которое еще до даже осознания происходит. Вот, поэтому, естественно, мы не только искусство, потому что искусство живет, естественно, в мощнейшем, в едином автомобиле едет и с историей, с экономикой, и вообще со временем, в котором мы все объединены тоже, мы все движемся в этом времени. Неважно как, вглубь там, или линейно, там, или как-то трехмерно, не суть. И здесь, конечно, происходит мощное очень объединение искусства и жизни. Мне не очень интересно вот как бы реакция художников или художественной вот, и культуры как таковой на постпандемию, вот, потому что это слишком банально, это как бы ход первого порядка. Давайте теперь снимать голливудские фильмы про это и так далее. То есть произошло событие, появился там Вайнштейн условный, и давайте о нем теперь делать что-то. Там произошло убийство, давайте теперь, вот как интересно. Вот, то есть такая вот линейная история, ну, она как бы привычна, но она скорее вот для домохозяек, то есть для сознания такого, в потребности, такое сериальное сознание, потребность вот такого нарратива истории. Вот. Здесь, конечно, интереснее моменты, и почему мы с вами сегодня встретились, это, конечно, здесь и сейчас. Именно вот скорее работа с этой данностью, даже в доосознании ее, до анализа. Очень интересно. Работа с данностью здесь и сейчас. Вот давайте об этом поговорим. Коллекционер искусства из Санкт-Петербурга Игорь Суханов поделился со мной двумя, на мой взгляд, интересными явлениями в жизни арт-сообщества Москвы и России в целом, которым на фоне общего локдауна удалось развить заметную активность в последние несколько месяцев. Это закрытая группа Facebook под названием «Шик», «Шар и крест», которую в марте этого года создал московский галерист Максим Боксер, и аукцион «Владей» в Москве. Для тех, кто не знает, аукцион был основан в 2013 году Владимиром Овчаренко и является первым и единственным российским аукционом, полностью посвященным современному российскому искусству, начиная с художников-нонконформистов. В результате деятельности этих двух групп было продано значительное количество работ известных, малоизвестных и совсем неизвестных художников. Сам Игорь видит эти явления как полярные тренды в коллекционерских покупках при карантине. Насколько я знаю, вы принимали участие своими работами и в «Шике», и в аукционе «Владей». По вашему мнению, эти два явления обозначили тренды будущего развития арт-рынка, или это временное явление, связанные с ситуацией, в которой оказались участники арт-пространства? Я с радостью, конечно, участвую и в той инициативе, и во второй инициативе. Непонятно, где первая, где вторая. Безусловно, безусловно. То есть здесь как будто вот тебя бросают в воду, и у тебя открываются какие-то новые источники дыхания или взаимодействия вот, с новой реальностью. И вот эти вот и «Шар и крест», и «Владей», конечно, они обозначили не только тренды, они вообще занимаются такой, помимо, может быть, даже своей воли, просветительской деятельностью. И это вообще форма новой коммуникации. Так как цены достаточно демократичные, что прекрасно, что вот существует этот как бы такой арт-рынок мировой, где бесконечные аукционные войны, каталогизация, значит, аукционизация, движение вот привычное нам, опять же, работа с художниками, восхождение и так далее. Здесь возникло совершенно другое поле, новое, где
особенно это важно именно для России, по той причине, что я всегда говорил, что вот существует художник, группа художников, там, сонмище художников, армия художников и армия потребителя потенциального. Но вот ниточки связующей пока нет. Почему-то непонятно, почему это не объединяется, хотя и та группа огромная сила, и та группа хотят взаимодействовать. И вдруг благодаря вот нашему этому горю общемировому возник вот этот транш, вот, пошло-поехало. Вот. Это, конечно, очень важная составляющая. И это великое дело, и оно, естественно, не останется только, вот, по моему мнению, внутри карантина, внутри вот этой пандемии, а здесь обозначился вообще новый язык возник, новый язык. Да, будем надеяться, что это действительно начало, и оно, в общем-то, мне кажется, очень позитивное, как вы Помните, говорите. и помните из истории искусства, вот, малые голландцы, да? То есть что такое вообще искусство в период малых голландцев? Это когда в каждом доме, в каждой семье должна быть небольшая картинка нормального размера, рассказывающая о жизни, помогающая человеку взаимодействовать с внешним миром и внешнему миру взаимодействовать конкретно с людьми. Жанровые сценки. Вот. Потом все это вдруг ушло, растворилось, как бы история все это перемолола, возникли какие-то новые направления. Но это же вот это вот как бы милое мещанское малое голландство, оно же было и в России. То есть в семьях в той или иной степени всегда были какие-то жанровые работы, висела графика, висели портреты, там у более простых каких-то семей народных висели объекты более такого милого, там, лубочного толка, скажем. Собственно, и возникновение лубка, да, когда не было денег на настоящую икону, пошла печатная продукция. Это и Тибет, и Россия. И вот сейчас как раз вот все это подтолкнулось опять же, потому что, ну, естественно, мы не Зигмунды Фройда, но мы знаем, что у человека есть некие потребности, да, вот все-таки в общении с какими-то объектами художественными. И вот вдруг это произошло и очень мощно работает. Во времена кризисов шкала страха повышается. Вы говорили сегодня об этом. Мне кажется, что это тема, которой стоит коснуться. Несомненно, на страхе основан инстинкт самосохранения человека, но есть та грань, перейдя которую страх может трансформироваться в паранойю и начать мешать человеку идти вперед, принимать конструктивные решения. По мнению Эмилии Кабаковой, с которой мы недавно делали передачу, в результате событий последних нескольких месяцев страх загнал многих людей назад в пещеры. Согласны ли вы с этим и какие у вас отношения со страхом? Ну, да, это очень важный вопрос, конечно. Но вот я как бы положение всегда еще до всяких кризисов все время говорил, вот, вернитесь к себе или вернись к себе. Я исследовал этот момент. То есть очень важное возвращение к себе. И вот этот страх по поводу пещер, да, загоняние себя куда-то вот в первобытный, такой совершенно такой сумеречный, освещенный каким-то одиноким факелом, там, грот или какое-то пространство. Может быть, даже это несет в себе терапевтические цели какие-то. И вот я вижу в этом момент очищения во многом, который очень интересен. Это не просто посещение, там, скажем, специальной там, камеры, где ты в жидкости лежишь в полной темноте и как бы обновляешься там за 15 евро за 20 минут. Там это есть такие практики во многих городах европейских, пожалуйста, может так разгрузиться, да, или вот погружение в могилу в терапевтических целях, да, потом достают человека, он как бы чувствует себя обновленным, такой апгрейд внутренний. Здесь для меня еще интересно другое, что здесь возникла работа с цифрами. Вот в России постоянно заболело столько-то каждый день, умерло столько-то. И вот эта вот социология, практическая социология, она вот очень интересна, потому что раньше ее не было. То есть вот, ну, сущность находится любая в каком-то своем коконе приятном, и с внешним миром никак не коммуницирует. И вот сейчас эти цифры вдруг, они стали объяснять то, что в мире столько-то параноиков, ну, условно говоря, столько-то умерло, столько-то родилось.
и ты уже начинаешь своими вот какими-то чакрами, не знаю, как это назвать, своей какой-то своей физикой даже, вот чувствовать вот это вот огромное, вот это страшно, потому что вот это огромное сонмище человечества, внутри каждого человека еще ведь своя вселенная, внутри этой вселенной событийность бесконечная, мысли, образы, страхи, и все вот это начинает очень сильно наполнять, и сразу возникает запрос в ответе на это. И сейчас вот до пандемии очень было такое достаточно критическое в интеллигентных и достаточно полуинтеллигентных кругах отношение к церкви, да, она считалась спекулятивной, вот православная церковь. И вдруг вот в это время, во время поиска ответа на вопросы, церковь оказалась уже в каком-то положении благородном и даже таком спасительном по-настоящему. То есть церковь стала давать ответы на эти вопросы, мудрые, четкие, ясные. И вот как раз, мне кажется, стала гаситься вот эта вот параноидальная какая-то вот дрожь вот эта вот. Вот это действительно интересно. То есть для меня, например, я стал думать о мировом, вот, что очень важно для художника, о мировом пространстве. Сергей, можем ли мы извлечь какие-то позитивные уроки из этого периода? Ну, естественно, ведь мир, он двойной. Добро отражается во зле, зло в добре. Момент смерти, конечно, он очень жесток, да, для любой семьи, это жесткий момент, но он, с другой стороны, очистителен тоже, потому что это как говорят уголовники, человеческий ход, он идет, и никуда от него не деться, да, все мы родились, умрем, вот все эти как бы банальные вещи, но они вдруг выходят на передний план, и вот эти вот архетипические вопросы, они, естественно, очищают любого человека, какой бы он ни был, какой бы у него ни был культурный базис, но это вот так называемый очистительный огонь, я в этом вижу, конечно. Потому что здесь появляются лучшие человеческие качества, героизм, преодоление, сила воли, мужество, мудрость, страх, трусость. То есть все категории вдруг заработали. Все, из чего мы состоим, как духовное создание, вот из чего мы состоим, вот все вдруг это приподнялось и стало вибрировать. Вот это, мне кажется, очень важно. Да, это очень интересно, и как раз-таки это те понятия, с которыми вы работаете, насколько я знаю. Теперь давайте поговорим немного о вашем творчестве, и перед этим хочу задать вам такой вопрос. Как вы для себя определяете понятие искусства? Ну, в моем случае, конечно, это художник как произведение, то есть это жизнь для меня. То есть вот есть две формы работы в художественных практиках. Это первая форма, когда ты 29 часов в сутки включен и готов экстраполировать и отвечать мгновенно на любой вопрос сразу, потому что у тебя ответы уже готовы внутри тебя, они бурлят. И второй тип, он более академический, когда возникает запрос, например, поставить пьесу, человек садится, начинает думать, работать по плану, спокойненько, и к сроку, к дедлайну, значит, он все, значит, это предоставляет. Вот. Я вот художник первого типа. То есть я вот в постоянном нахожусь в какой-то возгонке, вздрючке такой вот, в каком-то воспаленно таком, вот, с перерывами на сон, и то, когда я сплю, я во сне разговариваю, тоже какие-то, постоянно у меня, значит, все бурлит. И в этом мне комфортно, опять же, потому что я, услышав себя, я понял, что даже не понял, а просто, принял это даже безоговорочно, что это вот такая форма моей психофизики, там, моей деятельности. Для наших зрителей, кто мало знаком с вашим творчеством, я хочу попросить вас немного рассказать, как и когда появился персонаж Пахомыч. Что это за персонаж? И осталось ли сегодня что-то от Сергея Пахомова, или уже произошло полное слияние вас с придуманным вами персонажем? Вот я начну с
с конца. Дело в том, что полное слияние с персонажем — это просто непрофессионально в искусстве. Естественно, Сергей Игоревич Пахомов — это там наблюдатель, это спутник, который сателлит, который контролирует, скажем, в чем-то, или даже взаимодействует с этим героем Пахомом. А сам герой Пахом — это я всегда, здесь второй момент тоже очень важный, всегда говорю, работайте со своим прошлым, работайте со своим временем. И я помню, в школе все меня звали, там, или даже в саду, Пахом, 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 Пахом. И однажды, там, вдруг в каком-то там, может быть, уже более осознанном, там, в 15-16 лет, я понял, так Пахом — это же я, вот, мир меня назвал уже. Не надо ничего придумывать уже. И вот мой герой, вот он Пахом. Иногда можно его поставить на передний план, превратиться в Пахома окончательно, вернуться. Вот. То есть такой свинг с Пахомом, такой свингерский клуб Сергея Пахомова с Пахомом. То есть он, конечно, с молодых ногтей явился вот мне этот Пахом сам. Иногда он поедает, естественно, мы взаимодействуем, потому что очень важно еще, что такое вообще мое творчество, это пространство между мной, Сергеем Игоревичем Пахомовым и Пахомом. И вот то, что это поле, которое между этим, оно и есть мой контент. То, что я выбрасываю уже, скажем, опять же, думая об экологии, не все подряд, вот, потому что мир уже перегружен, конечно, высказываниями. Вот. Даже политически это бессмысленно постоянно фонтанировать чем-то, там все-таки есть какие-то разные настроения, состояния. Но Сергей Игоревич очень ценит этого Пахома, то есть такое шизоидное раздвоение, следит за ним и ждет от Пахома каких-то хороших, качественных продуктов, скажем, вот, того или иного толка. Да, это очень интересно, потому что в одном интервью вы говорите, моя задача сейчас быть Пахомом, просто оставаться самим собой. Вот опять-таки какая-то двойственность здесь прослеживается. Это дорогого стоит. Что помогает вам оставаться самим собой? Ну, во-первых, двойственность — это очень важный момент, но она присутствует в любом художнике. Даже между его имиджем, скажем, и его произведением. Вот Джефф Кунс, да, как бы рафинированный человек в костюме, да, а придешь там на выставку Made in Heaven, а там какая-то срамота из стекла. Вот, то есть вот эти раздвоения везде, то есть, да и вообще, как бы художник и его произведение уже раздвоение, уже. Вот, мое произведение — это Пахом. Вот. А оставаться искренним, ну, это просто с опытом уже все приходит, когда уходят рефлексии и уходит критическое сознание как таковое. То есть до определенного периода мы учимся, накапливаем, конкурируем, даже в истории конкурируем, сравниваем себя там, с одним искусством, с другим, или там, с одним героем, с другим героем. А сейчас у меня уже поле без авторитетов вообще, у меня сейчас все построено на любви, скажем, к чему бы то ни было, и к персонажам, в том числе и к деятелям, и к их произведению. И вот я лишен уже критического сознания полностью, потому что сейчас оно мне уже ни к чему. Я не скажу, что я сформировался или закостенел, как какой-то пень уже сухой, но просто сейчас вот такой период, такое состояние, мне кажется, к этому приходит органично любой человек, который долго занимается той или иной практикой, что уже существует там у мастера, там, сапожника уже моторная память, ему даже не надо смотреть, он руками чувствует кожу, какую нужно, набойка, все. То есть для него важно вот быть в этом состоянии, а все уже как бы автоматически происходит. Вот это и есть состояние быть самим собой. То есть доведенная техника, доведенная до автоматизма, конечно. В чем вы видите свое предназначение как художник, как творческая личность? Есть ли у вас миссия? Ставите ли вы перед собой какие-то социальные задачи? Но вот это очень важный момент, от которого меня, можно сказать, тоже колбасит. То есть вот всегда, вот если это положение «есть я» или «меня нет», вот, то есть ничтожность, иногда хочется быть никем. То есть очень, очень важное состояние тоже сознания. А вот иногда вот как раз такая потребность вот в этом крафте каком-то, вот чтобы вот взял железку, там сварил что-то, прибил, там, и вот все у тебя, но это нанизано на смысл, естественно, там, на какую-то линию общую, на логику бытия собственного, там, и мирового сравнения себя, там, вот опять же, вот о чем я и говорил, вот почувствовать себя в этом мире, вот. И если говорить о какой-то высокопарности, то я это использую как клише, например, в каких-то своих перформансах, конечно, говорить о миссии, там, о предназначении.
тварь дрожащая или право имею, а и в шинельке там мы вышли, все поползли куда-то. И здесь очень важный разговор, и просто мои любимые категории — это воспарение из низшего состояния к высшему, через преодоление, вот к какому-то горнему уже, к такому свету совсем. И именно движение, именно векторность, вот это вот уход из какого-то вот поползновения, вот, из какого-то вот совсем ничтожного, мелочного, какого-то суетного и даже, может быть, неэстетичного совсем, хотя все, что человек производит на всех уровнях, что бы он ни делал, там, он может, там, его может тошнить, он может испражняться, но все равно это будет эстетично. Вот очень сложно сделать уродство вообще, потому что все, что связано с человеческой природой, это не уродливо по определению, потому что этого мы не можем достичь. Вообще настоящего уродства нет. То есть везде есть красота, даже вот в насилии, в этих войнах, мясорубках, все равно это все красивые шматки мяса, атомный гриб, он имеет свою форму, тоже симметрию. То есть везде красота, везде эстетика. Вот, к сожалению, вот, или к счастью, вот наша человеческая природа, она вот лишена истинного вот, даже если прийти вот в сумасшедший дом, где люди там вот с помраченным сознанием, там, где горе царит, все, или какие-то похоронки, там все равно это вот выстроено, вот как вот, русский суровый стиль, там, и Попков, там, вот, какие-то кладбищенские темы, вроде горя, да, вроде, но это горе, все равно это красота. Все равно это является красотой, это является эстетикой. В одном интервью с Эмилией Кабаковой мы говорили о том, что сегодня молодые художники вспыхивают как звезды. Сегодня они на волне славы, они суперстар, а завтра они никому не нужны. Для многих это оборачивается огромным разочарованием и личной трагедией. Есть ли у вас механизм защиты от этого феномена? Да-да-да, это общее место, к сожалению, потому что я вот пережил в свое время вот этот бум, но так как я аутист во многом, такой немножко человек в себе, и, видимо, вот это поздний ребенок с большой головой, любитель посидеть в своем уголку, поиграть со своими мирами, то вот как-то я этого избежал. Но я вот наблюдал, когда был русский бум, я как раз жил в это время в Западном Берлине, что в один прекрасный день вдруг перестали приходить покупатели к людям, а им казалось, что вот оно счастье, что им повезло. То есть такая вот, то есть это, конечно, жертва самоуверенности излишней. Вот все эти художники, которые не готовы и лишены памяти, потому что мы же вот детки, когда были, какие у нас покупатели были, да? Там каш, там ешь, там давай, там еще что-то. Смотришь, деревья были большие, там все, мир там чудесный, волшебный, большие люди. Вот это состояние. А никакие там не покупатели, не галерейные уровни там, и так далее. Вот. К сожалению, вот человек, он, видимо, слаб в большинстве своем и как-то не любит себя. Ему кажется, вот как хорошо, поеду-ка я там на своем Феррари куда-то там, ну и приехал. А куда приехал? Уже и денег на бензин нету. Конечно, тут страшная катастрофа внутренняя происходит. Люди просто на моих глазах превращались в каких-то сморщенных каких-то старичков от горя, что уже никто не ведет их в ресторан, никаких нет, все это затухает. А по законам арт-бизнеса, естественно, затухание сразу обозначается. Вот. Как падают цены аукционные, там все это постепенно. Все-таки, если ты в арт-политике находишься, внутри всего этого движения, ну, должен быть какой-то рост. Вот. Я всегда занимал аутсайдерскую позицию такого шизофреника, аутиста. Как бы я почему-то этот панцирь вот сразу вот возник, и у меня еще появился мой Пахом. Вот. И мне с ним хорошо уже, вот, у меня с ним рай в шалаше. Вот, поэтому меня это не касается, в принципе. Да, это интересная техника, достаточно своеобразная. Вы много путешествуете, как вот только что вы рассказывали о своей жизни, работали в разных странах, и в одном интервью вы сказали, жизнь в России требует бесконечной внимательности и готовности к изменениям. Это очень отличает от жизни на Западе. Отражается ли эта особенность жизни в России на искусстве? И если да, то как? Ну, на искусстве, да, отражается, потому что я вообще сторонник таких последовательных техник, рассчитанных там на десятилетия. Я сторонник вообще минимализма в большей степени, сторонник традиции.
Вот если наблюдать московское искусство, например, или вообще российское, то оно действительно такое дрожащее все очень, как человек меняется, все время прилаживается. Но в этом художник не виноват, естественно, он рефлексирует и к этой жизни, которая лишена традиций, лишена таких законов древности, такой древней бюрократии, да, которая существует, скажем, в культурных наслоениях западноевропейских. Вот. В России этого нет. В России все время обнуление, пожары, вот как в истории, там сгорел Кремль, там и заново все пошло. Все лавки сгорели, а где лавки? Вот. В России нет ни одного ресторана, который там 200 лет существует на одном и том же месте. Потому что вот вся вот это вот, ну, такое устройство, это данность. Вот такие правила этого театра иммерсивного под названием «Россия». Поэтому, естественно, искусство такое же. То есть здесь нет последовательности, здесь какая-то бесконечная полистилистика. Здесь очень много, в большинстве своем художники безответственны в принципе. Они не взаимодействуют с самим собой прошлым, как-то вот обнуляются тоже бесконечно. Вот это мне, конечно, но это не хорошо, не плохо, это опять же данность, вот, видимо, такой вот динамики. Плюс здесь жесткий очень переход от времен года, вот холодная зима, скажем, жаркое лето, то есть ты проживаешь 4 жизни за 1 год, и, конечно, нужно мужество, чтобы оставаться последовательным во всех своих проявлениях, и там есть у тебя агент или нет, это не важно, это вообще не суть. Это не зависит, или с какой галереей у тебя контракт. Это все внутренняя совершенно работа, и очень важная. Вот быть последовательным и таким сильным по отношению даже к себе, вот внутри себя. Вот я стараюсь, например, на своем примере говорить, что я вот сохраняю эту последовательность. Для меня это очень важно, для меня это как бы, вот, цельность художника очень важна. А в большинстве своем, к сожалению, вот такое вот дробление происходит, которое не на пользу идет искусству, конечно, да и самому автору тоже. Привожу ваши слова из интервью, которые вы дали 3 года тому назад. Вот когда приезжаешь на Венецианскую биеннале в русский павильон, то понимаешь, что России нечего противопоставить Западу, кроме нерукотворного чуда. Я как раз этим чудом и занимаюсь. Это мой художественный проект. В итоге я готовлю акцию к Венецианской биеннале «Картину России». Это мой долг как художника. Это работа над артикуляцией русского посыла в мире. Удалось ли вам закончить этот проект, дописать эту картину России, и если да, то есть ли какие-то планы показать этот проект? Да. Ну, вот это важно очень, да, как раз, да, даже вот такая моя реплика и реплика мечта, можно сказать. Дело в том, что вот в этом сказочном, таком условном мире моем, скажем, существует вот эта вот золоченая Россия куполов, величие янтарной комнаты, вот это благовоний, храмовости. И как вторая часть, на которой на горбе, кого? На горбе юродства, на горбе юродивого, естественно. И я поэтому мечтал всегда вот на Венецианской биеннале в русском павильоне говорить именно о русских вещах, то есть сделать там янтарную комнату по-настоящему, выставить золотые купола, то есть вот работа с золотом, то есть по-настоящему работать с сакральными материалами, не с военной тематикой, как там Нахова делала, и не там, скажем, с денежной символикой, которую делал Вадим Захаров, а именно вот с сакральным вот этим вот царством России. Вот это мы можем противопоставить Западу. Величие православной эстетики вот мы можем противопоставить Западу. То есть я бы сделал просто вот церковные службы, вот сделал бы вот павильон Венецианской биеннале, вот Пахому дали павильон, вот просто церковные службы, все выклеить сусальным золотом, нормально произвести все это вот. И с этим, с русским добром, не с русской агрессией. Вот, так, например, вот, дело в том, что вот, скажем, евразийское начало, да, вот эта дугинская философия, все-таки она более практичного толка, то есть мир большой, мы должны защищать его, свой мир тоже защищать. Нет, а именно вот с благостной формой, какой-то уже благостность, вот эта вот форма юродства, она как-то мощнее даже, она как бы метафизичней. И на этом уровне, конечно, я вот пока вот каким-то образом существую вот в пространствах вот театра, каких-то перформансов своих, именно в интервью частенько тоже, именно вот как юрод. Вот,
юродское начало. Отсюда вот, может быть, какие-то... Ну, то есть это достаточно опасная тоже вещь, потому что тебя могут не понять, но я об этом не думаю. Я вижу как свою плиту, вот эту эстетику, и в ней за счет уже многолетней практики как-то уже тогда это тоже не... Ну, оно достаточно естественно происходит. Мне очень понравилась ваша идея по поводу представления павильона в Венецианском биеннале. Будем надеяться, что кто-то все-таки поможет вам это осуществить, потому что мне кажется, что это большая и глубокая идея, и очень своеобразная, потому что сегодня мир видит Россию, и всегда он ее видел, немного не так, как русские люди видят Россию, и это действительно может прозвучать очень сильно, как напоминание, может быть, о каких-то ценностях и историческом пути вообще страны, духовности. В одном своем интервью вы говорите о том, что шарлатанство – это первый шаг к магии. Учась на ошибках, человек нарабатывает опыт и постепенно превращается в мага. Если я вас правильно понимаю, это можно перевести на английский язык как «fake it until you make it». Ваше высказывание имеет какое-то отношение к вам и к вашему творчеству, а также к другим признанным художникам? Да, конечно. Здесь вообще на самом деле речь идет, магия — это и есть искусство в данном случае, и здесь речь идет о практике. То есть практика, она начинает, как говорил Тристан Сара, произведение живет своей особенной жизнью, так вот практика, она заставляет уже личность жить своей особенной жизнью. Каждый день отжимаешься на одной руке, эта рука уже становится каким-то мировым рычагом, вектором в сторону центра Земли и так далее и тому подобное. Так вот, практики, они каждый раз качественно изменяют, и вообще новая картина рисуется, новая точка сборки за счет практики. Вот об этом речь. То есть систематические занятия любимым делом приводят нас к открытиям. То есть получается, первое, что... это, естественно, конечно, шарлатанство, потому что любая вещь — это и есть шарлатанство. Начинающий, или по-другому начинающий маг. То есть мы можем сказать, назвать его не шарлатаном, а начинающим магом. Потому что даже когда ты говоришь, а давай-ка я вот это сделаю, еще ничего не сделал, ни с кем ничего, пока еще мир никак не изменился вокруг тебя. Но первый шаг — это, конечно, шаг обманщика, шаг лукавства, шаг плутовского романа. А давай-ка, вот. Это фантазия, страна фантазии, грубо говоря. Прекрасно. Тема маленького человека вам очень близка. Вы прорабатывали ее в сверхъестественном отборе, привлекая не столь успешных экстрасенсов, в которых нет заскорузлости столичных магов, которые меня лично раздражают. Я цитирую ваши слова. В том же интервью вы говорите, что вам нравилась динамика того, как у них вырастают крылья, и что эта динамика сближает происходящее с современным искусством и особым русским путем. Какие параллели вы проводите с тем, что происходит в сверхъестественном отборе с современным искусством? Да. И здесь очень мощные параллели, и они для меня явные, потому что, например, приходишь в какое-то собрание художников, сообщества, вот как мы говорили в «Шаре крест», там есть именитые люди, а есть совершенно никому неизвестные, но тем не менее работающие, там, пытающиеся заниматься практикой. И ты видишь там человека нецельного, испуганного, но при этом он дрожащими своими руками там, или мыслями своими пытается что-то сказать там, тебе, ну, может быть, и миру даже. И вдруг встречаешь этого человека через год, и ты видишь уже сформировавшегося, крепко стоящего на ногах, с хорошим блеском в глазах, человек, который получил за это время опыт. Он был дребезжащим, дрожащим, провинциальным магом, но постепенно, имея, опять же, свою вот эту, сверхзадачу, что ли, имея какую-то цель, он шел все равно туда, куда нужно, общался с теми людьми, которые нужно. Пусть он был сначала нелепым, пусть он был сначала каким-то плохо говорящим, неостроумным, но
время практики постепенно, и его желание самое важное, и прислушивание к себе. И уже через год я вижу цельную личность, или личность, которая движется в сторону цельности. То же самое и с магами, не заскорузлыми, вот этими провинциальными. Мы видим сначала таких людей, которые думают про деньги очень много, про то, что им, как им кажется, что им повезло очень, что они поймали удачу за хвост. Но постепенно, когда появляются камеры, как появляются разговоры на эту тему, появляются какие-то мысли вокруг, какое-то сообщество, и эти люди меняются в лучшую сторону. Они действительно вдруг начинают из-за того, что у них, например, ну вот шарлатан, условно говоря, шарлатан-маг, говорит, я буду колдовать, рассказывать что-то. И вот первый клиент, второй, третий, четвертый, пятый, потом по морде дали, шестой все равно, седьмой, потом опять по морде дали. Или там в лес увезли, приставили там ствол, потом продолжает. И постепенно этот человек за счет практики становится мастером человеческой природы. Он уже видит, и он может по-настоящему оказывать какие-то психотерапевтические вспоможения просто человеку за счет опыта, за счет работы с людьми, за счет того, что он произвел эту работу. Вот поэтому я считаю, что в человеке, в любом, вот просто из моей практики, при желании столько вообще энергии находится, столько скрытых резервов, достаточно мощных. Вот главная последовательность и вот любовь и прислушивание к себе. Вот не растоптать себя, главное. Очень интересно. Как вы сегодня определяете особый русский путь? Сегодня. Ну, я не скажу, что я такой вот прям какой-то оголтелый патриот, но мне очень как-то радостно быть русским человеком. Я вижу многое, то, что не видят другие. Я вижу какие-то категории, близкие моему сердцу. Открытость, искренность, доброту. Я вижу то, что мир, с другой стороны, един, и все мы человеки, естественно, и вот это положение добра, зла, они как-то, в общем, примерно совпадают у нас. Везде, будь это африканское племя или там что-то, потому что существует диалог, вопрос-ответ. Поступок, там, римское право. Убил римлянина, за смерть римлянина нужно отвечать головой, тоже казнь. Вот такой был закон. Вот, то есть вот этот вот ответное око за око, все это происходит, на всех уровнях. Если говорить о каком-то пути таком, но я не геополитик в этом смысле, я могу только сказать о том, что мне чувствуется, вот последние годы я как-то стал очарован русскими людьми быть. Вот я стал видеть больше хорошего, чем плохого, вот, что было раньше, когда у меня было вот критическое сознание. При том, что, конечно, вот это, мы видим массу там того, что там к тонкому чувству художника противоречит, там вот грубость, там неестественность, липоватость, но в целом как бы человеческая фактура, сама форма тела, выражение глаз, лиц, вот эта грубость лиц, вот фигур, как-то, как даже вот как люди ходят, вот какой-то вот там такой вот есть защитная реакция, видимо, на климат, на что это можно объяснять, но я просто сейчас говорю вот срез вот конкретики, что это, может быть, не очень красиво, не столь изящно, как в Италии, да, там плохие интерьеры или нет гармонической культуры, то есть для меня вот, например, как бы европейское сознание, когда человек, разносторонне развит эстетически, а в России вот человек может хорошо одеваться, но при этом у него будет чудовищный интерьер дома. Для меня вот это, например, разрыв. Для меня этого не должно быть. Я считаю, что если ты эстет, там, или просто порядочный, приличный человек, то ты хорошо говоришь, понимаешь в музыке, прекрасно одеваешься, и все это цельно. Прекрасно относительно себя, то есть ты как бы гармоничен. Но и вдруг я начинаю отвечать на этот вопрос сам себе, что, а чего, в России там связь времен-то прервана, революции, там, классовыми всеми этими движениями. То есть вот это, о чем я говорил недавно, что вот этой вот законченности-то ее нет даже вот в историческом бэкграунде. Поэтому вот такие вот липоватости какие-то, вот такие нецельные. Человек может хорошо думать, но при этом плохо одеваться. Что же это такое? Это чудовищно, я считаю. Вот, потому что для меня это все универсальное начало.
Ну, то есть есть над чем работать, есть к чему стремиться. Конечно, Это тоже да. замечательно. Вот просто, А, ну, как кликушески заявлять, что вот у России особый путь, да это понятно и ежу, что у России особый путь. Вот. Потому что такое количество суши и вообще и событий, и всего чего угодно. То есть это немножко общие моменты. Как бы мы все о них знаем прекрасно. Да, особый путь, да, там своя избранность, как у любой страны, там, и там все это пойдет. Там и есть и зло, и добро, и стыдные моменты, и гордые моменты, и все такое прочее. Вот. Поэтому здесь, конечно, работа со временем, и тогда, когда такой мощный энергетический эгрегор, как Россия, движется вот во времени, еще будучи в космическом пространстве, на планете, да, на круглой, вот, занимает такое количество суши, будучи в таких вот, еще вот в этих временах года находящиеся, и разных, конечно, это все очень так вот, э, э, ну, то есть умом Россию не понять, вот что я скажу. Это, то есть, на уровне чувств, конечно. И как в любой стране, у нас всегда есть необходимость идти на компромиссы. И мой следующий вопрос связан именно с этим. В интервью вы часто говорите, что если вам что-то не нравится в проекте, вы не договариваетесь, вы просто уходите. Как вы это сделали, выйдя из шоу «Битва экстрасенсов»? Это можно объяснить вашим нежеланием идти на компромиссы в творчестве или есть какие-то другие причины? Ну, естественно, я во многом конспиролог такой, конспиратор и, конечно, резидент, потому что для битвы экстрасенсов вообще меня чем это привлекло, что когда ты делаешь какой-то проект в кино, например, то там у тебя год на подготовку, ищешь продюсера, работу со сценарием, потом актеров, потом, в общем, это многолетний, потом свет, бесконечные смены, нужно это. Потом это еще как-то моменты там фестивальности, когда уже готово все прокаты. Ну, в общем, такое сложно, тяжело. А чем хорошо телевидение, там уже и свет готов, и продюсеры есть, и актеры есть. Все есть. Твоя задача просто там просуществовать. Вот. И я просуществовал там 6 серий, за которые вот мой нарратив, который я подготовил, он как бы закончился. Потому что это абсолютно 6 цельных таких вот историй, которые можно вот последовательно их рассказать, и все, я остался этим доволен. Вот. Как только это случилось, то я отправился уже в освояси. Вы говорите, я цитирую, «Я считаю, что творчество воздействует на личность. Самое качественное и приятное– это пребывать в диалоге с собственным искусством. Например, написал книжку, и она сделает тебя другим человеком». Какие в этом смысле свои проекты вы считаете самыми благоприятными? Ну, во-первых, вот для меня почему-то, вот я тоже думал, так посмотрел, и, во-первых, я считаю, что не должно быть благоприятных или неблагоприятных проектов, в принципе. То есть все это состояние волны. Ну, это уже внешние категории определяют, этот вот хороший у него проект, а этот там не очень, а вот бы так. Но так относится ко всему, к любому началу яркому. Будет ряд поклонников, ряд хейтеров, ненавистников, ряд людей, которых вообще по барабану, ну и так далее. Что-то будет происходить. Вот. Поэтому я считаю, что ну, не так, что я кричу прям, что я бесконечно ответственен, но я считаю, что каждый мой проект качественен. Каждый. И каждый меня меняет. Это мои ступени, по которым я движусь вот, во времени. У меня нет плохих вещей. Так и желаю каждому художнику и вообще каждому человеку гордиться тем, что он сделает. И работать с этим действительно. Ольга Остерберг, директор галереи D137 Санкт-Петербург, спрашивает, какое место в вашем творчестве занимают музыкальные проекты, над чем вы работаете, какой любимый альбом? Мой Монча. Ну, Ольга сама ответила на этот вопрос. Конечно, огромное место в моем творчестве занимает музыкальная составляющая. Тем более я себя никаким музыкантом не считаю, просто я это очень люблю. Я часто в детстве бывал в Большом театре, меня это очаровывало, потому что это магия и колдовство. Я там полчаса сначала в оркестровой яме, там, свесившись, наблюдал, как вот вся эта колдовская история. И для меня, как для человека впечатлительного, музыка — это не только вот звук, а вот это движение пальцев, как вот люди трогают арфу или бьют в тарелки, что вот это тоже музыка для меня. Потому что на самом деле это такое демократичное начало, потому что любой может взять и грохнуть в тарелки.
Поэтому у меня вот много лет назад, в 85-м, 86-м году была группа «Дзюом». И у меня главная была задача там, и такой главный был референс, что в группе должны играть люди сумасшедшие, у кого есть справка. Вот, из дурдома. Вот. Но у меня там, да, он играл на угольничке. То есть у него была такая реабилитационная функция. Но мне важно было доказать, что музыкой может заниматься любой. А если говорить о любом, естественно, мне нужно было более фактурную историю брать, такого любого, который совсем любой, но и раскрепощенный. И в то время еще мало кто сдал додекафоническую музыку, Шонбергом никто особо в России не увлекался, только музыканты. Вот. В основном все гармоническую музыку слушали там, или там какую-то популярную, что-то такое. Вот. А я понял, что если мы будем просто звукоизвлечением заниматься под моим руководством, потому что я там дирижировал, и было всего там 3 составляющих, вот, то это и будет настоящий авангард, потому что по звукам это был абсолютно додекафонический. Вот. И я, как хитрый человек, естественно, с этой группой на всякие фестивали современной музыки приходил. Мы там выступали, люди серьезные слушали, кивали головами. Вот. В общем, это было очень мило и весело. А через несколько лет, вот как раз мы с вивисектором, моим приятелем, сделали альбом «Бонча», который вот Ольгу вдохновил как раз, и они даже назвали свою внучку Бончей. Второе имя у нее такое. Да, да, Вот. А сейчас вот рассказывала. во время кризиса мы с моим приятелем Женей Куковеровым записали альбом «Эскимос» называется. Вот, шедевральнейшая вещь, такая песенная, очень нежная, красивая, но тоже вот вдохновила вот эта изоляция. Вот. Это вот музыкально. То есть, планов много, и вообще много таких каких-то предчувствий. Вот, хочется поработать с симфоническим оркестром как раз, вот, тоже опять же на контрасте. Вот. Потому что у меня есть стадионное сознание, я могу управлять даже симфоническим оркестром, в принципе, при желании. Вот. Не знаю нот, но я вот чувствую, как должно все двигаться, как там. Вот. Но такие практики есть в музыкальной культуре, когда человек просто напевал, там, вот, что-то напевал, потом это записывалось на ноты, по аранжировкам, там, раскидывалось, и можно как бы это все. В общем, у меня видение есть, и желание есть. Вот. Так Это что же самое главное. У вас есть Да. самое главное. У вас есть самое главное. У вас есть Хорошо, видение, так когда есть видение, вопрос остается только за реализацией. У вас много творческих коллабораций, с кем вы работаете сейчас в России, за ее пределами, над какими проектами. Правда ли, что у вас есть проект с Мариной Абрамович? Если да, расскажите немного об этом. Вот у нас сейчас мы записываем, вот режиссер Антон Гонопольский, который живет в Берлине, у него родилась идея вместе с его сыном Кешей записать сказку, вот в том формате, который нам всем известно, пластинка со сказкой. Была придумана история, разобраны роли. У меня там роль ведущего, рассказчика, вот, мы ее записывали в Берлине, и роль еще великана, то есть у меня там 2 роли. Вот. И одна из ролей принадлежит Марине Абрамович. Вот. Она по-русски с акцентом там прочитывает свою роль. Вот. Также там много очень актеров играет. И самое интересное при работе над этой пластинкой, что многие именитые актеры, мастера, вот они почему-то не смогли справиться с этим форматом. То есть у них не получалось, например. Вот. То есть вот такая вот аудиоработа, сейчас она уже в стадии постпродакшена, уже окончательно там, то есть музыкальные номера все записаны, все, сейчас вот идет работа со звуком. И Антон мне недавно позвонил, говорит, покритикуй меня. Я его что-то так раскритиковал, что он стал все переделывать. И мне уже звонит Кеша, его сын говорит, что ж ты так сильно раскритиковал? Я говорю, батюшки, просили критику. Вот. Это первый момент. Теперь вот сейчас грядет гениальная коллаборация. Мы сделали выставку с Виктором Олимпиевым. Такой прекрасный, рафинированный художник. А у меня образ такого аррогантного, юродивого. И Виктор за время пандемии, сидя в квартире, они жили там в пятикомнатной квартире, он сделал серию 17 работ нежнейших совершенно таких полуакварелей, полурисунков, из такой дымки, при этом существовала модель, там 3 серии вот у него, там перекинутые, закинутые, там, в общем, 3. И вдруг родилась какая-то идея коллективная сделать на основе этого совместный проект. При этом мы, по духу мы близки, но вот эстетически мы абсолютно из разных миров. И я тогда, когда поступило это предложение,
я понял, что если я просто буду рисовать, а он там как-то очень много замывал эти листы, потом опять прорисовывал, то есть все из нежной дымки ткани, это все состоит такое волшебное совершенно. Э, И я на основе каждого из его рисунков, я просто подумал о медиа, какая будет медиа, и я выбрал свиную кровь, вот что очень важно. То есть это не прямая аллюзия в сторону акционистов, Ницше и так далее, просто для меня просто такой сакральный продукт, я его в кино использовал, когда мы делали «Зеленый слоник» вот со Светланой Басковой. И вот, в общем, я раздобыл эту свиную кровь, и на основе каждого рисунка Виктора Олимпиева сделал свиной кровью свои рисунки. И мое условие галеристу, это будет Овчаренко как раз проходить, вот выставка «Скоро открытие», экспонировать одновременно это все и мыслить только проектом, и позиционировать только как вот наш дуэт вот этот вот. И вот эта выставка называется «Пахом Олимпиев». Во входной зоне мы сделали каждый по огромной фреске. Виктор лучизм такой красивейший, какие-то распадающиеся такие полукристаллы лучистые. А я сделал огромный наброс кровью, такой вот прям какую-то медузу огромную, которая растекается, вот, ну, достаточно красиво. То есть здесь вот речь, и вот это как раз вот этот дуэт, вот сейчас вот скоро открытие. Вот из таких приятных моментов творческих. То есть вот пластинка с Абрамович, пластинка с Женей Куковеровым и вот выставка с Виктором Олимпиевым, сейчас, которая откроется. То есть, я думаю, неплохо поработал в настоящий момент. Очень даже хорошо. И мы обязательно ссылки прикрепим к этому видео в YouTube-канале, чтобы все, кому интересно, могли поближе познакомиться с этими проектами и посетить их. Надеемся, что в скором времени будет такая возможность. Да, и к выставке еще контент, поэтому ссылки там, в общем, да, можно давать. Прекрасно. Мы подходим постепенно к концу. Вот Артемий Троицкий задает такой вопрос. Владик, Мамышев, Монро и 3 вопросительных знака. Я уточнила у Артемия, уверен ли он в том, что вы поймете этот вопрос. Он сказал, что да. Да, конечно. Владик, Мамышев, Монро – это фигура настолько для меня значимая и любимая, что я как-то с ним все время во внутреннем диалоге нахожусь. С его искусством, вообще с его жизнью, с его взглядом даже. Вот. Хотя мы с ним незадолго до смерти вот встретились, случайно так поговорили, но он большой поклонник «Зеленого слоника», был каких-то проектов. Вот. Там нам даже не надо было и разговаривать особо, вот, потому что и так все было понятно. Вот. Ну вот в Петербурге последний раз немного так пообщались радостно. Для меня это человек, который, он мне близок во многом, опять же, вот как Виктор Олимпиев, хотя мы достаточно разные люди, но человек, который превратил свою жизнь в искусство. Его красота, работа с текстом, ну, каждое его проявление, это не хорошо, не плохо, это просто вот щуп туда вставить, 200% Монро внутри. Любой фразы, любой почеркушки, любого письма к другу, вот то, что в архивах там у нас хранится у разных друзей, любой объект, любая расцарапка, любое позирование. Так что вот как-то картина мира, конечно, это картина мира, да-да-да. Сергей, мы подходим к концу этой передачи. Хотели бы вы что-то сказать, может быть, нашим зрителям перед тем, как мы закончим ее? Да, зрителям я хотел сказать, что, ну, во-первых, не унывать, а во-вторых, я недавно вышел на улицу, и меня оставила какая-то группа телевизионная спросить вопрос, задать вопрос. И они просто спросили, что вы думаете о вот этой вот весне, лете, как это произвело. Я сказал, что смерти нет, но на миру и смерть красна. Вот. Это очень по-русски, это про Россию. Большое спасибо, Сергей Пахомыч, за эту интереснейшую беседу. Я надеюсь, что мы еще увидимся в рамках программы «Автор». Ты автор своей жизни и не только. Спасибо большое вам. Светлана, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Желаю счастья вашей передаче. Спасибо за инициативу, потому что это самое важное в жизни. Придумать и осуществить. Спасибо вам. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Впереди много интересного.
В соцсетях, которые указаны в шапке этого YouTube-канала, я заранее объявляю следующего гостя программы. Вы можете задать свой вопрос. Я также буду рада услышать ваши пожелания по поводу того, кого вы хотите увидеть в следующих программах. Желаю хорошего настроения, позитива. До новых встреч!